Йоу, ребята, всем привет! Присаживайтесь поудобнее, не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Ну а мне пожелайте удачи в этой нелегкой сталкерской вылазке. Да, ребята, именно, безопасность и удача сегодня будут мне особенно нужны. Потому что сегодня мы с вами отправимся туда, где буквально на каждом шагу я буду подвергать себя чрезвычайному риску. А вы знали, что после победы над японской державой, выселением их с острова Сахалин, японцы оставили нам 735 предприятий, 24 туннеля, 618 мостов, 13 аэродромов и просто до хрена военных сооружений. Нехило тогда, можно где разгуляться нашему сталкеру. Объект нашего сегодняшнего исследования – заводская теплоэлектроцентраль, которая раньше занимала главную позицию при целлюлозно-бумажном заводе. Важно отметить, что данное сооружение строилось японцами аж в 1920-х годах, еще в то самое время, когда южная часть острова принадлежала Японии. Этот ТЭС много лет снабжала теплом и электричеством бумажный завод и небольшой город Долинск. Бумажный завод был расформирован еще в 1990-х годах, но Долинская теплоэлектроцентраль еще работала и продолжала снабжать город теплом и электричеством на протяжении нескольких лет. Ребята, это реально очень крутая локация для сегодняшнего сталкера. Когда я увидел фотографии, сделанные внутри этой ТЭС, я был, мягко говоря, поражен, насколько эпично выглядит все изнутри. Это просто какие-то железобетонные джунгли, ведь там, в главном блоке, находятся просто охренительно могучие параугольные котлы с их необычным металлическим переплетением вокруг своей оси. Именно эти котлы будут нашей сегодняшней целью. Сегодня мы с вами отправимся в это царство металла, трубопроводов, больше похожее на обитель того самого Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов», и столкнем это место по полной программе. Ребята, короче, просто капец, еду уже 2 часа, очень устал, бензин начал заканчиваться, заехал там на заправку, немножко подзаправился. Время уже 9:30 утра, качу на локацию, очень сильно хочу спать, потому что всю ночь мысли в голове летали, что вот ехать далеко, такой день ответственный. Локация находится очень далеко, вообще в конкретных Чигирях, ребята. Вот, и поэтому я всю ночь не мог уснуть. Сегодня в 5 утра я проснулся и выдвинулся на локацию. Погода сегодня отличная, сопутствует, скажем так. Единственное, только очень сильно морозно. Я за это очень сильно переживаю, потому что, сами знаете, мороз губительно влияет на камеры, да и вообще на оборудование в целом. Но я надеюсь, все будет хорошо. Вот я взял, короче, вот такие вот батарейки с собой. Сегодня я буду на Red Bull, потому что надо как-то заряжаться. Все, ребят, увидимся уже на локации. Ребята, я сейчас уже нахожусь в городе Долинске и ищу эту теплоэлектроцентраль для нашего сегодняшнего сталка. Ребят, посмотрите, как все складывается. Короче, я остановился, чтобы присмотреться, как вообще к ней подъехать. Я, в принципе, ее вижу. Увидел поворот, завернул на него, и смотрите, где я нахожусь. Ребят, блин, это кладбище. Причем это очень большое кладбище. Вы представляете, вот это вот лес, да, и вот эта вот дорога уходит туда. Это все кладбище. Я просто в шоке. Ну ничего себе, я завернул. И если посмотреть, вон там вдалеке виднеется эта теплоэлектроцентраль. Сейчас как-то мне нужно туда найти
залаз, потому что кругом снег, везде вот такие вот сугробы. На Сахалине недавно была очень сильная метель, и просто все к херам замело, короче. Я не знаю, как я сейчас туда прорвусь. Мне нужно где-то оставить будет, видать, машину и идти туда пешком. На улице очень холодно. Надеюсь, мое оборудование выдержит такие нагрузки температур пониженных, и все будет путем. Ребят, ну блин, как-то надо отсюда выбираться, короче, с этого кладбища и искать дорогу на эту теплоэлектроцентраль. Там какие массивные трубы просто виднеются, я вообще в шоке. Ребята, короче, я нашел, как сюда пробраться, нашел кое-какую тропинку, уже почти дошел до этой теплоэлектроцентрали. Блин, ну спереди есть такая проблема небольшая, там вон свора собак, они прям сидят на меня, смотрят и ждут, когда я к ним подойду. Не знаю, что я сейчас буду делать, короче, здесь кругом сугробы, но я постараюсь проникнуть вот по этой дороге туда. Не знаю, что получится, посмотрим. Вот это, судя по всему, собачьи следы. И если я сейчас там пойду, я просто провалюсь и все по пояс. Блин, хреново, конечно, зимой снимать. Короче, ребята, я буду борзеть, я пойду прям так. Блин, это просто охренеть. Оно такое здоровое, это здание. Просто очень большая, ребят, территория. Я не знаю, как я эту всю буду обходить. Но постараемся проникнуть. О! Вот я говорю, ушел, смотрите. Просто ушел по колено. Я не знаю, как туда прорваться. Это будет проблематично, ребятки. После этого сталка я просто буду весь мокрый. О, вот так вот прохожу. Просто по колено. Просто по пояс уже в снегу. Короче, ребята, добрался я кое-как. Пробирался я вон по тем буеракам. Конкретно там я даже увяз почти по грудь. Попал, не знаю, там типа какая-то канава шла, ее снегом запорошила. И, в общем, короче, меня нормально так засосало под снег. Вот так вот по грудь ушел. Ребята, вы только прикиньте, то, что вы видите сейчас на экранах, это не просто куча металлолома, а не что иное, как элементы поросборочной камеры, которые когда-то являлись неотъемлемой частью угольных котлов нашей исследуемой теплоэлектроцентрали. Так, а что у нас здесь? О. Незаземленная таковедущая часть считается под напряжением. По этим плакатам становится понятно, что люди имели дело с высоким напряжением, и, судя по всему, в этом помещении ранее находилась повышающая трансформаторная подстанция. Короче, остались еще вот эти плакаты на тему безопасности, которые как бы информируют людей, да, что не суй свой, вы поняли, да, куда собака свой нос не сует. Вот эта находка, то, что я сейчас держу в своих руках, не что иное, как закаленное стекло, которое по сути должно служить как линейный изолятор для линий электропередач. Но вот что мне показалось странным, форма у этих изоляторов непростая, и больше они похожи на заготовки для отлива штыревых, подвесных или других видов изоляторов. Я перелопатил все виды стеклянных изоляторов, которые только можно было найти, и не нашел даже близко похожих на те, что вы сейчас видите на своих экранах. Ну да ладно, поехали дальше. Блин, смотрю я на это все ненароком и представляю, как тут стояли огромные, вечно гудящие и повышающие трансформаторы, которые в результате раздавали электричество на весь город Долинск. Вот это помещение, это уже современное более, построенное не японцами. Это уже, видать, строилось не так давно, потому что вот видно, что сооружение, бетон, можно сказать, свежий, да? Это уже было построено после японцев, скорее всего. Вот сейчас мы пойдем
в самую главную часть всего этого добра. Так. Ну, сейчас я начинаю немножко уже подзамерзать. Становится прохладно. О, нифига себе. Видно, что работают металлисты, разбирают все это, очищают провода и сдают все это дело на металл. Смотрите, какая куча проводов, это просто капец. Не знаю, что здесь было, но здесь просто, смотрите, сколько алюминия и меди. Вот это видно, все режется. И потом, видать, будет обжигаться и, ну, и, соответственно, будет сдаваться на металл. Блин, это серьезные бабки здесь лежат. Здесь реально нужно прям смотреть под ноги, чтобы не навернуться. Можно споткнуться об что угодно здесь под ногами, просто кругом. Вот эти вот обрезки проводов. Надо быть аккуратным. Ребята, здесь реально, смотрите, была лестница вниз. И там лед, там затоплено все получается. Здесь еще был подвал. А может быть даже какой-то бункер, я не знаю. Это же все-таки японцы строили. А когда японцы строят, они обычно всегда используют на своих предприятиях бункера, бомбоубежища. Возможно, там внизу было бомбоубежище, но оно сейчас, к сожалению, затоплено полностью. Блин, еще несколько этажей наверх. Просто вот так вот выходишь, и внизу уже пропасть вниз. Я не знаю, там с какими-то кирпичами тут здания ломают, котельную разбирают. Посмотрите вообще, как это выглядит, все страшно. Что здесь написано? Высокое напряжение опасно для жизни. ШСР 0,4 киловатт. Вот, щет. Не маши руками, не указывай пальцем на оборудование. Это опасно для жизни. Знаете, почему написано именно вот такое вот предупреждение? Потому что есть такое понятие электродуга. Может на определенном расстоянии тебя дугой зацепить, и все, тебя прошьет так, что мама не горюй. Поэтому сделали это предупреждение для тех, кто здесь раньше работал. Даже гаечный ключ еще остался. Вау, щет. Так, ребят, ну здесь прям максимально опасно ходить, но просто посмотрите, еще даже остались все вот эти вот знаки предупредительные. Просто представляете, я иду вот так вот по жердочке. Идет бычок, качается. Вы только посмотрите, в этот момент я почувствовал себя так, будто бы я нахожусь не на заброшенной ТЭЦ, а в чернобыльской зоне отчуждения. Здесь кажется, что ход времени попросту прекратился, и все вокруг безнадежно застыло в мертвой тишине.
Мне даже стало отчасти грустно и тревожно на душе. Ведь каждый раз, когда я нахожусь в подобных местах, я будто сажусь в машину времени и возвращаюсь на много лет назад. И с каждой новой вылазкой я все больше начинаю понимать, насколько ценный ресурс наше с вами драгоценное время. Просто жуткая разруха, ребята. Все провода, которые здесь были, уже давно вычистили. Просто осталась одна от них изоляция и все. Просто офигеть, какие высокие потолки, ребята, только посмотрите. Сюда уже точно выходить нельзя. ГШУ, главный щит управления. Чайку не желаете попить? После тяжелого рабочего трудового дня. А здесь, судя по всему, сидел прораб и руководил всем этим цехом. Или какой-нибудь главный электрик. Смотрите, даже есть какой-то щиток. Судя по всему, здесь какие-то ништячки у него лежали, хранились. Прямо сейчас я вхожу в помещение ГШУ, где было сосредоточены основные средства контроля и управления теплоэлектроцентралью. Здесь когда-то дежурил оперативный персонал, который круглосуточно вел эксплуатацию ТЭЦ. Посмотрите, до сих пор висит табличка, на выключателе которой написаны телефоны экстренных служб. А здесь когда-то были установлены приборные панели главного щита управления, но теперь от этого не осталось и следа. Сейчас нам нужно прорваться в самый главный блок
теплоэлектроцентрали. И нам нужно найти эти эпичные котлы, посмотреть на них своими глазами. Сейчас я постараюсь туда прорваться, ребят. Погнали. Блин, это реально очень опасно. Смотрите, прям все как висит. О, твою мать. Вы слышали? Вот прям сейчас вот здесь вот что-то отвалилось. Я аж прям шуганулся. Ребята, я вам честно скажу, я немного в шоке был от того, что стало с этой теплоэлектроцентралью, и совершенно не ожидал такого разгрома. Ведь всего год назад все было иначе, и в это место съезжались туристы-фотолюбители, чтобы побродить по эпичным японским сооружениям и сделать эффектные селфи для своих социальных сетей. Теперь это место настолько небезопасно для посещения, что практически на каждом шаге вас будут преследовать серьезные опасности. Вы только посмотрите, кругом из разбитых стен торчат металлические штыри, угрожающие, смотрящие в мою сторону. Куски слома бетона на стенах, которые непонятно как все еще держатся на арматуре, напоминают картину из какого-то фильма боевика. Я сейчас иду, короче, смотрите, газовые баллоны стоят. Тут, походу, реально кто-то орудует. Здесь кто-то есть помимо меня. Баллоны с пропаном. Свежие. Время час. Возможно, эти мужики сейчас на обеде, прикиньте. Короче, надо идти дальше. И да, ребята, действительно, эту теплоэлектроцентраль разбирают. И в скором времени от нее не останется и следа. Ведь снос этой теплоэлектроцентрали, как я понимаю, происходит на официальном уровне и при серьезной технической поддержке. А при таком подходе демонтаж металлоконструкции обычно происходит очень быстро и в самые короткие сроки. От этой мысли мне стало немного тревожно. Я подумал, а вдруг я опоздал и уже не смогу увидеть эти эпичные параугольные котлы, расположенные в главном блоке ТЭЦ. Но несмотря на все, я продолжил свой путь в надежде, что объект моих поисков еще находится на своем прежнем месте. Оставалось решить лишь одну задачу: как найти безопасный способ проникнуть внутрь главного блока. Ребята, вы только посмотрите, как здесь все жопно выглядит. Просто капец. Все над головой висит, здесь очень небезопасно. Пойдем дальше. Смотрите, какая арка. Блин, вы только гляньте, там какие куски металла висят. Они просто висят. Они в любой момент могут упасть, сорваться вниз и упасть. Здесь люди работают. Газом режут, короче, весь этот металл. Капец, это небезопасно. Вот эта вот труба, ребят, высоту, наверное, метров 100. Ну, может, даже чуть поменьше, метров 80. 80-100. Я смотрю, там тоже какой-то блок. Мы сейчас туда сходим. Я пытаюсь проникнуть в вот этот блок, где ребята там резкой металла занимаются. По-моему, это и есть тот самый, та самая теплоэлектроцентраль, которую я видел на фотографиях.
Блин, как же туда попасть? Будем пытаться. Ну нифига себе, ребят, вы посмотрите только, да? Что тут творится? Тут реально просто нету куска здания. Вот часть здания стоит. Я не знаю, это, наверное, какое-то... Было, наверное, административное здание. Просто четверть здания стоит, остального просто нету. Его просто нахрен снесли, представляете, да? Офигеть можно. Также и вот здесь вот кусок здания, просто открытый цех. Смотрите, где раньше там происходили какие-то там работы, там шумело, это вся эта механизация, там, наверное, какие-то котлы стояли, там все парило, шипело, там дымилось, блин, я не знаю. Короче, и вот теперь, смотрите, что от этого осталось. Да, можно сказать, ни хрена не осталось. И как же туда попасть? Я не знаю, он какой-то вход. Смотрите, есть небольшой, может быть, попробовать через него проникнуть? Блин, тут ноги переломать прям запросто можно. Ой, хреновая идея. Смотрите, просто две железяки висят прямо над головой. Представляете, просто у меня над башкой висят две железяки, которые могут запросто сорваться и пробить мне череп, ребята. Ребят, здесь очень небезопасно. Блин, никогда не повторяйте вот таких вот похождений, которые сейчас делаю я. Я сейчас на самом деле очень сильно рискую. Это, блин, очень хреново, ребят. Так, мы зашли вовнутрь. Здесь, видимо, были какие-то раздевалки или что это, умывальник. Воу! Да ну, что, серьезно, что ли? Ребята, вы знаете, что это? Это баня, представляете, сауна. У них здесь была сауна. Это типа душевая, где я сейчас нахожусь. Какая-то помывочная, да? И здесь у них была небольшая сауна. Ребята работали после тяжелого трудового дня. Принимали душ, парились в сауне, кайфовали. Возможно, тут даже пивасик с рыбкой не исключено. Под ногами куча барахла, еще остались столы. Опа, нифига себе, портреты. Ничего себе, какие старые портреты. Вы посмотрите только. Еще Ленин портрет, офигеть можно. Вот он наш вождь бессмертный. Я примерно такие же стенды видел в центре стандартизации метрологии, похожие.
Там ребята испытывали оборудование. И здесь, видать, ну, что-то я не знаю, то ли это просто как верстаки какие-то были, то ли что. Ну, там, смотрю, какие-то розетки, там какое-то оборудование подключалось. Смотрите. Какой-то, видать, был испытательный стенд. Ну, это чисто мое предположение. Не знаю точно. Если кто-то шарит, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Реально, ребята, очень опасная вылазка. Я прям вот здесь вот хожу и постоянно думаю, что мне сейчас на голову что-нибудь дошандарахнется. Потому что, ну, просто посмотрите, в каком состоянии, да, здание. Труба вот эта вот, кстати. Я вот на самом верху, не знаю, видите вы или нет, смотрите, трещина идет. Эта труба скоро просто рухнет, потому что она вот снизу, трещина пошла. И пошла до самого верха. Представляете? Если она шандарахнется. Так, что, попробуем прорваться в тот блок. Я не знаю, как попасть сюда. Ну, блин, как я не знаю, как то прорваться. Я просто не могу никуда залезть. Может быть, попробовать со стороны газовых баллонов, где там чуваки что-то резали. Как-то туда проникнуть. Давайте, наверное, сейчас сходим в то вот здание. Оно более такое симпатичное. Более целое, да, выглядит более целым, поэтому я думаю, наверное, туда мы сходим сейчас. Блин, полная разруха здесь кругом, вообще просто разруха. И тишина. Я не могу найти вот эти вот котлы, которые мы видели на фотографии. Скорее всего, они были вот в том здании. Блин, ну там все поперерезали. Не знаю, сейчас будем искать. Вау, просто посмотрите, какая труба. Ох, нифига себе, что я нашел. Просто склад баллонов с кислородом, с пропаном. Это чуваки, которые режут, видать, здесь их складируют. И там сзади, короче, сзади я слышу звук работающей техники. Блин, там еще тачка стоит какая-то, прикиньте. Экскаватор и какая-то машина. О, ни хрена себе. Так, а вот это уже интересно. Архив на 2-м этаже.
Опа, прикиньте. Короче, отсюда надо уходить. Здесь чуваки базируются, которые режут металл. У них, походу, там комната. Короче, это здание, походу, не пустое, ребята. Здесь, походу, кто-то есть. Надо отсюда уходить. Вот это номер. Я и представить себе не мог, что в этом здании могут находиться какие-то действующие кабинеты. Скорее всего, я был прав. И чуваки, которые работают над демонтажом ТЭС, в этот момент находились на обеде в этом здании. Я решил не нервировать своим присутствием местных работяг и по-быстрому свинтил оттуда. Представьте себе картину, сидят мужики, обедают, и тут заваливается чувак, весь обвешанный видеокамерами. Неприятная ситуация получилась бы, не так ли? Короче, ребята, тут все ясно. Эти котлы вот в этом здании. Надо нам сейчас как-то туда проникнуть. Потому что то здание, где мы сейчас были, короче, оно не пустое. Там какое-то административное здание. И там чуваки эти тусуются, которые, в принципе, здесь резкой металла и занимаются. Поэтому туда лучше с камерой не суваться. Я сейчас попробую проникнуть, короче, вот в это вот здание. Я все-таки хочу посмотреть на эти металлоконструкции изнутри, на эти эпичные котлы. Блин, здание, видите, уже разбирается, все режется, поэтому это последний шанс увидеть своими глазами то, что там хотя бы осталось. Пойдемте, нам нужно по-любому туда проникнуть. Блин, я просто ума не приложу, как вообще мне это все дело обойти и как мне туда залезть. Просто посмотрите, склад проводов, труб, чего только здесь нету. Я реально, ребята, уже запутался. Вообще, как здесь пройти, чтобы, блин, не сломать ноги. Это просто конкретная какая-то жесть. Кругом металл, штыри. Просто опа. Судя по всему, я нашел залаз вовнутрь. Но он настолько опасный, ребят, что просто нужно быть конченным психом, чтобы сейчас туда пойти. Вон он, ребята. Это лестница. Вы прикиньте, вон эта лестница. И наверху над башкой висят вот такие вот камни. Вон, вон. Ребята, это просто жесть. Твою мать. Я не знаю, что я сейчас вытворяю. Я просто
Не зря сюда приехал, и я должен проникнуть вовнутрь, чтобы это увидеть все своими глазами. Здесь максимально опасно. И это уже не шуточки. Прикиньте, ребята, короче, я поднялся наверх, и тут все, тупик. Я не знаю, блин, как же мне внутрь-то попасть? Все, там не пройти. Там тупик. Придется спускаться вниз, там какая-то дырка была, может через нее что ли залезть. Вот. Ой, я наконец-то попал вовнутрь, ребят, но здесь такое палево. Здесь максимально опасно находиться. Я сейчас вам объясню, почему. И это все шатается, просто на проволоке висит. Вот они, эти эпичные котлы. Вы только посмотрите на эти котлы. Какие они огромные. И именно в этот момент я даже не смог бы подобрать для вас нужных слов, чтобы описать те эмоции и чувства, которые ощущал от увиденного. Риск, который сопровождал меня на протяжении всей моей съемки, был наконец-то оправдан. И это была моя награда. Блин, ребята, это просто не передать словами. Это нужно просто видеть реально. Просто охренеть. Но уже все разобрано. Конечно, на фотографии все это выглядело намного круче. Было все целое. Ну а здесь уже что, остались одни останки, уже практически все разобрали. Очень плохо. Я немножко опоздал. И вот я стою маленький такой хрупкий человечек перед этими величественными железобетонными исполинами. И вроде бы я достиг своей цели в сегодняшней вылазке, но все же сердце мое неспокойно. Сейчас я являюсь свидетелем того, как умирает и уходит в небытие это великое японское наследие. А ведь когда-то эти могучие исполины, облаченные в свои железобетонные доспехи, стояли на страже тепла и согревали каждый дом, каждую семью. Печально смотреть на то, как догорает последняя искра этого удивительного места. Смотрите, ребята, это все зола. Под ногами зола.
Здесь, знаете, прям такой ярко выраженный запах угля. Прям сильно прям пахнет им все. Пропитано вот этим вот запахом горелого угля. Под ногами просто кругом везде сажа. Прям идешь, короче, и прям мягко. Прям так вот наступаешь на эту сажу, и у тебя нога в ней такая жих тонет. Осталось дело за малым, и они его разберут полностью. И от этих котлов, от этих вот сооружений уже ничего не останется. И вот так вот японское наследие постепенно уходит в небытие. Паркур. Вот с этой дырки, получается, я вылез и перепрыгнул сюда. Один неверный шаг, и ты упал. Так, сейчас надо отсюда быстро выбежать. Да, ребятки, я не помню, чтобы у меня была такая прям супер опасная вылазка, как эта. Здесь я просто, ну реально, с тобой может случиться что угодно. Если не упадет ничего на голову, так споткнешься об что-нибудь и нарвешься на какой-нибудь торчащий штырь металлический. Короче, я думал, конечно, все будет немножко по-другому. Но здесь уже практически ничего не осталось. Очень печально. Я хотел это увидеть именно в том состоянии, которое я это видел на фотографиях. А сейчас получается просто руины. Еще, наверное, полгода, и они здесь разберут полностью все. Ну, максимум год, и от этого места уже ничего не останется. Железо, весь металл вытащат, все провода повытаскивают, распилят, продадут и займутся вот этими вот бетонными сооружениями, просто загонят тяжелую технику и сравняют здесь все нахрен с землей. Все, и построят здесь какой-нибудь... Я не знаю, что они здесь будут строить, но все это затеяно не просто так. Ребят, ну вот мы все-таки с вами столкнули эту локацию. Конечно, она здесь полный бардак сейчас, да. Я не думал, что будет настолько все хреново, но ничего страшного. Мы прогулялись, а с вами я вам показал, насколько может быть опасны такие вылазки, да. Насколько может эпично выглядеть вот такие вот заброшенные локации. Вы сами все увидели своими глазами. Ребята, никогда не повторяйте то, что делаю я. Просто смотрите мои видеоролики и будьте в безопасности. А я с вами буду прощаться. С вами был Алекс, канал Overscary, и увидимся на заброшках.